Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. У нас 4 июля, и мы выезжаем в путешествие. Ну, стандартное такое путешествие. Едем мы в Одрин, в Эдирне. Одрин — это по-болгарски, Эдирне — это по-турецки. Но так как мы болгары, мы называем это Одрин. Что-то мы хотели стартануть сегодня в 5 часов утра, но что-то наши биологические часы не сработали, а будильников у нас не существует. И мы решили поехать вот сейчас. Сейчас отправились, быстро положили чайник, термос с чаем, водички холодной, паспорта, визы Д, кредитные карточки, 85 турецких лир. Ох, какой молодец, пропускает нас. Нет, он не пропускает. Он просто вправо ушел. Время в пути до Одрина 3 часа 38 минут. 264 километра от Скалска. Сколько мы будем стоять на границе, я не знаю. Это остается загадкой всегда. Но время прибытия именно время прибытия в Одрин по навигатору, едем мы обязательно по Waze, конечно. Это 15 часов 15 минут. У меня все очень пунктуально. Дорога наша проходит в обход Габрово по объездной дороге через перевал Шипку. Ну, поэтому и берется, наверное, столько времени, потому что на перевале мы не едем быстро, 30-40 километров, и за счет этого, скорее всего, время пути, оно увеличивается. Ничего страшного, как говорится, для бешеной собаки 100 верст не крюк. Ну, дорогу, друзья, я снимать вам не буду, потому что, скорее всего, мало кому будет интересно смотреть всю эту дорогу 3 часа. У нас люди обгоняют по сплошной, куда-то он спешит, друг болгарский наш. В Турцию. Да, наверное, в Турцию хочет быстрее нас поехать. Или в Грецию. Поездка у нас короткая. Это, можно сказать, такой некий продуктовый шопинг-тур. Совмещаем его с путешествием. Ну а что дома-то сидеть? Дома скучно. Так выедем, прокатимся, прогуляемся. Может быть, скушаем их турецкий дюнер, который, в принципе, нас особо не впечатляет. Не очень нравится. В Дряново у нас вкуснее дюнер, чем в Турции. Ну, хорошего нам путешествия. Около границы я вам расскажу, как у нас переход. Есть ли какие-то нововведения при прохождении границы между Болгарией и Турцией. Нам самим интересно. Гадать не будем. Вперед, поехали. Дорога долгая и интересная. Медленно и верно приближаемся к перевалу, который я уже вам не раз показывал. Порулили. Мы едем в турецкие края. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Веселые друзья. Да, осталось нам где-то до границы километров 90. Погода прекрасная, и здесь уже, друзья, намного жарче. Если у нас сейчас где-то 28, здесь уже 33 на спидометре. Дорога нормальная. Вокруг красивейшие поля подсолнухов. Ребята, их столько много, Столько не сожрать. что я не знаю, почему в Болгарии подсолнечное масло не стоит копейки. Но это, наверное, то же самое, что относится и к другим вещам. Все идет, наверное, на экспорт, а мы здесь платим дороже. Но на самом деле равнинные поля, красиво, справа-слева. Проехали лавандовые поля, тоже было красиво. Дорога спокойная.
Дорога пустая, никаких пробок нет, нигде не стоим. В общем, нормально, спокойно едем. И я думаю, уже минут так через 35 будем проезжать КПП. Въезжаем сейчас в область Хасково. Это община Димитровград. Я думаю, что дорога пойдет в обход Хаскова, потому что, а что туда заезжать? Вот, смотрите. Красиво. О, люди Police reported ahead. воруют подсолнухи. Нас предупредили о полиции. Снижаем скорость. Едем дальше. Ну, мы уже в Турции, друзья. Что-то на удивление в этот раз таможня очень быстро дала добро. Мы практически не стояли. Это вообще просто на удивление. Просто на удивление. Минут так 20. Проблемы никаких с документами. Все в порядке. Показали доверенность на машину, на фирму, переведенную на турецкий язык, заверенную нотариусом. Так что никаких медицинских страховок делать не нужно. Кто-то говорил, что сейчас при въезде в Турцию надо медицинские страховки. Нет, никакие правила не изменились. За дезинфекцию мы также платим 80 турецких лир. А у меня было 75, мне не хватило, но вы можете платить карточкой, это 3 евро. Так что, если даже у вас нет турецких лир, вы можете платить карточкой 3 евро. Да, турецкая таможня просит открыть багажник, спрашивает, сколько у меня литров мастики с собой, сколько я положил ящиков виски. Я с улыбкой показал им двери. Он спросил, а сколько сигарет? Я говорю, да вот несколько пачек купил. Он говорит, точно? Я говорю, ну посмотри, конечно, точно. Он говорит, я понимаю по-болгарски. Я говорю, ну прекрасно, я тоже понимаю по-турецки. Мы улыбнулись мирно, красиво и хорошо. И все, вот мы въехали в Одрин. Все по плану, по времени. И направляемся сейчас по новому въезду в супермаркет Мигрос. Ну, обычно мы едем туда. Поездка, опять же, короткая. Потом быстренько крутанемся. И, наверное, назад. Что будет назад на таможне, не хочу даже говорить, чтобы не сглазить. Пока что все в порядке. Таможня дала добро, прошли быстро, хорошо и с Богом. Всем привет! Мы в Одрине. Ребята, друзья, если вы думаете, что в Одрине мы будем кушать турецкую пищу, мы ее уже пробовали. Вот мы решили зайти в KFC и покушать вот этот, как говорится, турецкий дрэг-фуд, если это называемо. Ну как, сейчас попробуем, покушаем и валим домой, потому что жара дикая, ребята, 35 градусов на улице. Сейчас все, что куплено, надо быстро ехать домой, потому что все, что куплено, сейчас уже подтухает в машине. Поэтому приятного нам аппетита. Гамбургер, картошечка, соусы какие-то. Ух, жара. Приятного нам всем аппетита. А это, друзья, аутлет в Одрине. Ребята, плюс 38 градусов, сейчас 5:15 вечера. Я даже туда не пошел, потому что кошмар какой-то, жарища, ужас. Светочка пошла там прогуляться, а я посижу с кондиционером в машине, потому что надо ехать домой быстрее, чтобы продукты не потухли у нас в багажнике и на заднем сиденье. По ценам расскажу, естественно, что иногда покупаем в Турции. Курс турецкой лиры сейчас к болгарскому леву
10 лир 69 статинок, 70 статинок. Курс просел. Ну и, соответственно, цены в магазинах, супермаркетах тоже на это реагируют. Народу не так много, потому что вроде уже не час пик и середина недели. Очень и очень жарко, ребята. На стоянке в супермаркетах, как обычно, много болгарских машин. Ну, а аутлет достаточно пустой. Ну, наверное, потому что не выходные. Очень и очень жарко. Вот и заканчивается наше сегодня путешествие. Светлана сменила меня за рулем. Все-таки 5,5 часов это немножко тяжеловато. Ну, дорога спокойная. На обратном пути из Одрина мы постояли где-то минут 25 на таможне, как обычно, в общем-то. В принципе, обычно стоим больше. Проблем никаких не возникло, потому что контрабанду мы не возим. А видели тех, кто возит, ребята. Видели, как завернули перед нами, в принципе, 20 минут, потому что перед нами стояло 2 микроавтобуса. Не знаю, чего они там везли, но, скорее всего, чего-то не то, потому что из-за них их так поставили в сторону, и упорно все таможенники побежали туда и начали там с улыбками что-то делать. Ну, скорее всего, наверное, кто-то попал. У нас же просто, как обычно, посмотрели багажник, посмотрели назад, улыбнулись, увидели там замороженную курицу. Уже размороженную. Да, уже размороженную. 2 килограмма черешни, 5 килограмм сахара. Спросили, а зачем? Я говорю, просто люблю чай. Сладкий. Да, сладкий. Вот. По поводу цен, ребята, я думаю, что всем будет интересно. Завтра сделаю такой обзор, потому что... Через 1 километр. Съезд справа. Потому что это, выборочно. Из того, что мы там покупаем, обычно такой, знаете, базовый комплект, базовый набор. Соль, спички, мыло, сигареты, да-да-да, сушки. Через 400 метров. Вот. Съезд справа. А вы знаете, вообще справа и слева, друзья, огромное количество полей с подсолнухом. Здесь что-то их меньше, а вообще очень красиво, когда такие большие поля. Съезд справа. Да, съезд справа. Спасибо, Оля. Через 200 метров. Держитесь правее. У нас Оля тут, так сказать... Держитесь правее. Да, которая в Эйзе, она приятная женщина. Мы ее поменяли. Была раньше Наташа. Наташу мы уволили. Валера. Не, Валера был уволен раньше из Вейза. Слишком много шутил. Да, потому что слишком неправильно нас направлял. Иногда Вейз, конечно, врет, друзья, но уже по памяти знаем, куда ехать. Сейчас нас на Димитроград направил он. Я вот думаю, пока разговариваю, туда ли он нас ведет. Что-то странно, да? Смотри, он туда увел, сейчас обратно. Нормально. Какой-то странный вообще. Видела, да, что сделали? Сначала справа, потом влево. Слава богу, дорогу-то это мы уже знаем, поэтому, в общем-то, сейчас главная цель приехать до темноты, потому что, когда начинается темнота, у нас начинается охота на наших курочек. Вот, так что мы едем, сказать, что нервничаем, нет. Впереди полиция. О, впереди полиция, елки-палки. Да,
радар. А вон они с другой стороны. Иногда бывают, нет, это с другой стороны. Иногда бывают моменты, что очень много полиции. И поэтому, ребят, езжайте с Waze, потому что чекисты здесь выставляют просто радар на дорогу Впереди полиция. и прячутся. Поэтому Waze, слава богу, показывает, а штрафы платить не хочется. Я тут опять недавно получил какой-то штраф. Ну, вообще, езжу везде грамотно. И тут приходит штраф, что где-то в Донино я вместо 50 километров ехал 65, 35 лев. Ну, вот второй раз. Ну, ладно, господи. Ну, уж при моей-то, так сказать, культуре вождения, я не знаю, и я попадаюсь вот на эти вещи. Вот. Ну, в принципе, ехать нам еще где-то 1:40 до дома. Едем спокойненько. Кстати, в Турции, ребята, а газ, он стоит практически столько же, сколько и в Болгарии. Вот сколько? 89-90 статинок за литр в Турции. Вот сейчас заправились. А в Болгарии есть места, вот мы проезжали, где можно заправиться за 80 статинок. Но бензин, конечно, Через 800 метров круговое движение. Оля, ты что, не слышишь, что я видео снимаю? Господи, она не понимает, вот эта женщина в Вейзе, что она мешает вообще. Вот. И бензин сколько? 2,60 турецких лир умножаем на 0,7. Сколько это получается? 2... Елки-палки, калькулятор. Лев 85. Вот так. Лев 85, 95 бензин. Тоже заправили полный бак. На этом заканчиваю, друзья. Приятного вечера. Через 200 метров круговое движение. Завтра ждите Второй съезд. обзор по ценам в Турции. Думаю, кому-то будет интересно. Приятного вечера. Шиелихам йом наим. Говорим шили. Круговое движение. Круговое движение. Второй съезд. Второй съезд. Все. До свидания, друзья. Чао. Мы домой едем.